Всем привет из сказочного Олю-Дениза. Сегодня нас ждет одно из самых ярких приключений. Мы отправимся в море на огромном пиратском корабле. В этом выпуске я покажу всю нашу прогулку по живописным бирюзовым бухтам, зажигательную пенную вечеринку на палубе и, конечно же, честно расскажу, сколько стоит такой тур в 2026 году. Признаюсь честно, перед поездкой мне было реально страшно ступать на борт, и в этом видео я обязательно расскажу почему. Но мы все-таки решили рискнуть и поехать, так что давайте вместе посмотрим, стоило ли оно того. Погнали на борт. Доброе утро, друзья. Таким прекрасным видом у нас проходит каждое утро нашего отдыха. Просто супер. Так, сегодня у нас такой важный день. У нас сегодня запланирован тур на пиратском кораблике. Морская прогулка с пенной вечеринкой, со всеми развлекухами. Правда, немножко стрёмно ехать. Я вам расскажу чуть позже, почему. Что тут на днях случилось и почему немножко страшно, так скажем. Ну, конечно, мы все равно поедем. Подходим мы уже к нашим корабликам. Смотрите, какая красота. Здесь так много сегодня парашютистов этих. Прямо очень-очень. Каждая точка — это парашютик. Ну, наверное, потому что погода позволяет сегодня. Поэтому наш кораблик пиратский стоит где-то там. Класс. Они здесь, кстати, садятся. Это точка, в которой они садятся. Поэтому они снижаются уже здесь все. Кто-то трюки там вытворяет в воздухе. Не знаю, мне страшно лично пробовать этот аттракцион. Напишите, как бы вам было бы страшно или нет попробовать. Или вы бы хотели вот так вот полетать. Садится, видите, вот этот вот парапланерист. А вот эти собираются. А вот эти собирают уже парашюты свои. Класс. Вот здесь стоят рядом все эти пиратские кораблики. В принципе, можно выбрать любой. Мы выбрали, который нам понравился. Ну, конечно, продают разные лавочки. 2000 лир мы заплатили за это удовольствие с человеком. Дорого, конечно, но там включена еда, пенная вечеринка, в общем, всякие развлекухи. Ну и, конечно, за то, что корабль такой большой и классный, тоже чуть дороже пришлось заплатить. Что вот так. Devam. Teşekkürler. Çok sallanıyor bu. Очень качается сильно. Ой. Водичка какая красивая. Вот рядом еще какой-то кораблик наш. Вот здесь. Опа. Очень красиво. Класс. Ну что, мы наконец-то отчалили от берега, и наше пиратское приключение началось. Если честно, в этот момент я еще не до конца понимала, чего ждать от этой поездки. С одной стороны, вокруг просто невероятная красота. Олю-Дениз, бирюзовая вода, горы, которые окружают бухту. Ну как тут вообще можно отказаться от такой прогулки? А с другой стороны, я почему-то чувствовала себя немного неуютно. Хотя со стороны все выглядело очень весело. Огромный корабль, музыка, куча туристов, все фотографируются, танцуют и уже предвкушают отличный день. Сам корабль, кстати, действительно огромный. Это не маленькая лодочка, на которой вы просто плаваете из одной бухты в другую. Здесь несколько палуб, есть места, где можно спокойно лежать и загорать сверху, а есть пространство, где позже будет проходить пенная вечеринка. И еще одна палуба внизу, где есть столы и можно в тенечке сидеть. Пока мы отплываем от Олю-Дениза, особенно хорошо видно, насколько здесь красивая береговая линия. С воды курорт вообще выглядит совершенно иначе, и вот именно в такие моменты я каждый раз думаю, ну как можно жить в Турции и не пользоваться возможностью вот так выйти в море. Наш маршрут сегодня должен проходить по нескольким живописным бухтам, где мы сможем искупаться и просто провести время на воде. А еще нас ждет та самая пенная вечеринка, ради которой, кажется, многие выбирают именно такой формат прогулки.
Но прежде чем мы доберемся до первой остановки, хочу сказать еще вот что. Я долго сомневалась, ехать ли вообще на эту прогулку. И дело было совсем не в том, что я боюсь воды или не люблю корабли. Просто перед самой поездкой я узнала одну вещь, после которой мысль о том, чтобы провести целый день на корабле в открытом море, уже не казалась мне такой беззаботной. Но об этом я расскажу немного позже. А пока мы отплываем все дальше от берега, у Людениce остается позади, впереди море, солнце и целый день приключений. Так что посмотрим, каким на самом деле окажется наше пиратское путешествие и стоило ли оно того. И вот наша первая остановка, знаменитая долина Бабочек. Если вы когда-нибудь видели фотографии этого места, то наверняка узнаете его сразу. Огромные скалы, которые практически отвесно уходят в море. Небольшая бухта и вода такого цвета, что кажется, будто кто-то специально добавил сюда фильтр. Кстати, именно с моря долина Бабочек выглядит особенно впечатляюще. Подплывая к ней на корабле, сначала даже сложно поверить, что между этими огромными скалами действительно есть небольшой пляж. И здесь нам дадут время искупаться. После недолгой дороги на корабле это именно то, что нужно. Вода здесь невероятно прозрачная, и самое приятное – просто прыгнуть в море и наконец-то немножко охладиться. Правда, если вы рассчитываете, что мы сейчас выйдем на берег и спокойно погуляем по самой долине Бабочек, то тут есть небольшой нюанс. Большинство морских прогулок сюда приезжают именно для остановки на купание, а не для полноценного похода в долину. Вообще, я считаю, что одна из главных прелестей таких прогулок – это возможность увидеть места, до которых по суше просто так не доберешься. И это только первая остановка нашего маршрута. После купания нам снова нужно будет возвращаться на корабль, потому что впереди еще несколько бухт, обед, музыка и самое главное – это самая пенная вечеринка. Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in. Вы только посмотрите, какая здесь красота. Надеюсь, что меня хорошо слышно с этой камеры. Это долина Бабочек, и у нас здесь полчаса, перерыв на купание. Здесь небольшие волны, поэтому не очень комфортно. Цвет воды просто шикарный, и вообще место шикарное. С самой высокой точки даже фотографируются вот там, где-то там. Но мы туда, конечно, не поедем, это нужно ехать сверху по горам. Там очень опасно, кстати, поэтому если будете там когда-нибудь фотографироваться, будьте очень осторожны, потому что были случаи, когда люди оттуда срывались и, к сожалению, погибали, естественно, потому что там очень-очень высоко. Так что пока прощаемся с долиной Бабочек и отправляемся дальше. Посмотрим, что приготовили для нас следующие остановки. А вот здесь нас ждет отдельный аттракцион, который вообще не был заявлен в программе. После купания нам нужно вернуться на корабль, и казалось бы, что тут сложного, просто подняться обратно на борт, но не тут-то было. Из-за волн корабль постоянно поднимается и опускается, а вместе с ним ходит вверх-вниз вот эта конструкция, по которой нам нужно заходить. В какой-то момент ты стоишь у воды и понимаешь, так, сейчас мне прыгать или еще подождать. Особенно весело было наблюдать за теми, кто заходил перед нами. Кто-то ловил момент и быстро забегал, точнее запрыгивал наверх, а кто-то ждал, пока очередная волна хотя бы немного успокоится. Вообще это выглядит со стороны, наверное, немножко смешно, но на самом деле мне кажется, что это, наверное, еще и чуть-чуть опасно. Мы снова на корабле и отправляемся дальше по нашему маршруту.
И вот здесь я просто не могу оторвать взгляд от воды. Посмотрите только, какой невероятно синий и насыщенный у нее цвет. А вокруг горы, зеленые склоны и маленькие бухты, спрятанные между ними. Кажется, что мы плывем не по морю, а где-то по какой-то картинке из рекламы. И самое классное, с корабля все это выглядит еще более красиво, масштабно. Куда ни посмотришь, везде хочется достать телефон и просто бесконечно снимать. Ну а теперь начинается, пожалуй, самая веселая часть нашей морской прогулки – пенная вечеринка прямо на палубе. Если до этого мы в основном любовались пейзажами, купались и спокойно плавали между бухтами, то здесь атмосфера на корабле резко изменилась. Включили музыку, люди постепенно собрались на верхней палубе, и начинается самое интересное. Сначала пены вроде бы совсем немного, и все еще пытаются понять, что вообще сейчас будет. А потом пены становится все больше и больше, и через несколько минут палуба уже практически полностью покрыта пеной. Причем самое забавное, ты приходишь сюда вроде бы просто посмотреть, а через пару минут уже сам весь в пене и в этом движе. Кто-то танцует, кто-то снимает видео, кто-то пытается спрятаться от очередной порции пены. Ну а дети, конечно же, получают от всего происходящего отдельное удовольствие. И вот тут я подумала, что для такого формата отдыха компания вообще не обязательно. Даже если вы приехали вдвоем с другом, с подругой или, не знаю, по-семейному, как мы, или просто вообще сами по себе, на корабле довольно быстро оказываешься в этой общей атмосфере праздника. Мне вообще нравится, что здесь все очень непринужденно. Вокруг море, солнце, музыка, и все просто веселятся. Хотя, признаюсь, снимать происходящее было иногда сложнее, чем кажется, потому что в одной руке камера, второй пытаешься прикрыть глаза от пены, чтобы она не попала, потому что она щиплет глаза, а корабль еще и при этом продолжает качаться. И, конечно, если вы приехали сюда ради красивых фотографий, имейте в виду, после начала пенной вечеринки ваша прическа, ваш макияж могут официально перестать существовать. Но, наверное, в этом и весь смысл. Здесь точно не получится остаться идеально сухим и аккуратным и вдали от этого движа. А вообще, если сравнивать с обычной прогулкой на яхте, где ты просто лежишь, загораешь и смотришь на море, здесь получается совершенно другой формат отдыха. Это скорее целый день развлечений, купание в бухтах, музыка, танцы, пенная вечеринка и постоянное движение. Но самое интересное, что пока мы все здесь веселимся, я периодически все равно вспоминаю, почему вообще немного боялась этой поездки. Потому что буквально перед нашим путешествием я узнала довольно неприятную историю, связанную с такими морскими прогулками. Но пока не будем о грустном, в этот момент мы просто наслаждаемся морем и нашей пиратской вечеринкой. А вот здесь мой муж не выдержал и просто забрал турецкий барабан у аниматора. Решил показать всем, как надо веселиться. Просто увидел барабан, услышал музыку и решил, что без его участия эта вечеринка точно не обойдется. И знаете, кажется, аниматор даже немного удивился, когда понял, что инструмент обратно ему отдавать пока никто не собирается. В итоге у нас на корабле появился еще один музыкант. Кстати, по-моему, у него неплохо получилось. Или я просто как жена обязана его похвалить. Мы потихоньку подплываем к следующей бухте. Пока туристы с другого корабля там купаются, у нас как раз наступило время обеда. Честно говоря, после купания и всей этой пенной вечеринки аппетит уже немного проснулся. На обед здесь на выбор одно основное блюдо – это жареная рыба или курица. А в качестве гарнира это плов из булгура, плюс салат, пара закусок и хлеб. Весь этот обед уже входит в стоимость морской прогулки, то есть отдельно за него доплачивать не нужно, а вот напитки оплачиваются отдельно. Поэтому, если планируете такую поездку, имейте в виду, что итоговая стоимость будет немного выше, если вы, конечно, будете покупать напитки на корабле. Мы пока спокойно пообедаем и понаблюдаем за тем, как туристы с соседнего корабля купаются в бухте. А после обеда уже наступит и наша очередь. Это одна из самых необычных остановок нашей морской прогулки – бухта Сыджак-Соук-Су. И название это здесь действительно не просто для красоты, в переводе примерно так и получается – горячая холодная вода. Сейчас мы на собственном опыте убедились, что вода может быть настолько разной. Сначала обычная прохладная морская вода, но буквально несколько метров, и она вдруг становится намного теплее. Еще 1 метр и опять холоднее, и так постоянно она меняется. И это настолько необычное ощущение, что первое время мы просто плавали туда-сюда и пытались понять, где именно проходит эта граница между
между теплой и холодной водой, но так ее и не нашли. Причем самое интересное, что это ощущается не как здесь вода просто немножко теплее, а здесь чуть прохладнее. Разница температур действительно очень заметная. Ты можешь находиться буквально рядом с другим человеком, и он говорит: ой, как холодно. А я отвечаю в ответ: да вы что, вода же теплая. В какой-то момент я уже просто не понимала, что происходит. Одна нога в холодной воде, другая попала в более теплую, и мозг вообще отказывается это воспринимать. Как это так? Но кроме этой температурной особенности, здесь еще невероятно красивая и чистая вода. Она настолько прозрачная, что кажется, будто ты не в море, а в огромном бассейне. Можно хорошо рассмотреть дно, камушки, все вокруг видно практически до мелочей. И на фоне этих скал вода выглядит особенно красиво. Вообще я заметила, что именно такие необычные остановки потом и запоминаются больше всего. Потому что просто приехать на красивый пляж и искупаться — это классно, но когда ты потом рассказываешь кому-то: а мы плавали в бухте, где вода буквально через несколько метров меняет свою температуру, звучит уже совсем по-другому, правда? Причем я сначала подумала, что это будет какая-то такая туристическая легенда из серии «Здесь вода горячая, здесь холодная, приезжайте и проверьте». Но нет, здесь мы действительно это почувствовали. В общем, если будете на такой морской прогулке и ваш корабль будет останавливаться в Сыджак-Соуксу, обязательно проверьте это сами. Это тот случай, когда словами объяснить просто сложно, нужно именно это почувствовать. Но мы пока еще немного поплаваем в этой необычной бухте, а впереди у нас будут новые виды, новые остановки и, конечно, продолжение пиратского приключения. Холодно. Помогите, холодно. А сейчас будет что-то невероятное. Аниматор полез покорять скалу. Сначала мы вообще не понимали, что он задумал. Спокойно забрался наверх, все туристы сразу достали телефоны, и стало понятно, сейчас что-то будет. И действительно, через несколько секунд он прыгает прямо со скалы в воду. Все на корабле начинают кричать, снимать, кто-то аплодирует. И мы уже ждем, когда же он наконец вынырнет. Но то, что произошло дальше, я вообще не ожидала. Он прыгнул и вынырнул из воды с флагом Турции. Вот это, конечно, вау. Причем он умудрился еще и развернуть его прямо в воде, чтобы все увидели. Я смотрела на это и думала, насколько же турки патриотичны. Это был такой неожиданный финал прыжка, что вся палуба буквально взорвалась аплодисментами. Получилось действительно очень эффектно. Обычный прыжок со скалы превратился в маленькое патриотическое шоу. И за такие моменты я и люблю Турцию. Мы отправляемся дальше, а тем временем на корабле снова начинается движ. Мы только успели остановиться возле очередной бухты, как на палубе уже заиграла турецкая музыка и начались настоящие турецкие танцы. Тут, конечно, турецкий народ сразу начинает собираться в хоровод, и через пару минут в танце уже участвуют почти все. Кстати, на корабле все-таки большинство туристов это были турки. Мне нравится, что здесь вообще никто не стесняется, никто не думает, красиво он танцует или нет, просто все повторяют движения и веселятся. А Мире тем временем предложили сделать рисунок на лице. Кстати, аниматоры разукрасили как могли и большинство взрослых, и очень это было смешно. Но мы все еще не добрались до конца маршрута, так что продолжаем наше пиратское путешествие. Мы подплываем к еще одному очень интересному месту – острову Святого Николая. Он находится недалеко от побережья Фетие, и еще издалека становится понятно, что остров совсем необычный. На склонах прямо над морем видны руины древних построек, и когда подплываешь ближе, кажется, будто перед тобой декорации к какому-то историческому фильму. Кстати, название «Остров Святого Николая» связано с тем, что здесь находятся руины ранних христианских церквей. Когда-то это было довольно важное место, а сегодня сюда приезжают туристы в основном во время морских прогулок.
Это наша последняя остановочка на плавании. Очень чистая здесь вода и очень теплая, прямо я бы сказала даже горячая. На предыдущей остановке была еще более горячая вода, там где был залив такой, аквариум называется, аквариум Крит. Сейчас такая тоже тепленькая. Единственное, где была холодная, это где Суджак-Су название, то есть так и называется, бухта, горячая холодная вода. Там было то холодно, то жарко. Очень странное ощущение. Проплываешь немножко, буквально полметра холодно, полметра проплываешь, жарко, и в общем вода так смешивается, уникально. Ну, сейчас уже наша последняя остановочка, и нам еще где-то час ехать назад. У нас еще всякие здесь активности на кораблике. В общем, как вы уже успели увидеть, очень-очень весело. Всем советую. Да, не дешево, конечно же, но мне кажется, что оно того стоит. А вот здесь у нас произошла совершенно неожиданная встреча прямо посреди моря. Мы купались, и вдруг к кораблю подплывает вот такая интересная лодочка. Сначала я вообще не поняла, что это, а потом увидела, что там сидит турецкая бабушка и прямо на лодке готовит гюзлеме. То есть буквально море, корабль, туристы купаются, и тут приплывает бабушка с домашними лепешками. Но это выглядит максимально по-турецки. Причем она не просто привезла готовую еду, она действительно готовит ее прямо здесь. На глазах у туристов раскатывает тесто. Гюзлеме – это тонкая турецкая лепешка с начинкой, которую обычно готовят на специальной сковороде. Начинки бывают самые разные – сыр, картошка, зелень и другие варианты. Мы, правда, гюзлеме не покупали, но я все равно решила показать вам эту лодочку, потому что для меня это был один из самых колоритных моментов всей прогулки. А цена, кстати, 300 лир за одну гюзлеме. Это примерно $6. И вот что меня всегда удивляет в Турции. Ты можешь находиться буквально посреди моря, далеко от города, да где угодно, и все равно найдется способ купить себе что-нибудь вкусненькое. Причем здесь тебе даже не нужно выходить на берег, идти в кафе или искать магазин. Бабушка сама приплыла к твоему кораблю. Турецкий сервис, который работает даже посреди моря. Buraya mı? 15 dakika falan oldu. Evet. Alacağım. Мы начинаем возвращаться обратно к Олю-Денизу. Перед нами открывается тот самый знаменитый пляж Бельджикис. Но теперь мы видим его не с берега, а со стороны воды. С такого ракурса особенно хорошо видно, насколько красиво Олю-Дениз окружен горами. Бирюзовое море, зеленые склоны, длинная полоса пляжа. И все это постепенно приближается к нам. А над пляжем в это время продолжается обычная жизнь Олю-Дениза. В небе постоянно появляются парапланеристы. И мы даже можем наблюдать, как они постепенно снижаются и приземляются на пляже. Вообще, если вы никогда не были в Олю-Денизе, то парапланеристы здесь это практически часть местного пейзажа. Они постоянно появляются над горами и пляжем, поэтому здесь можно просто лежать на берегу и смотреть в небо. Это уже отдельное развлечение. На берегу, я смотрю, уже есть другие кораблики, они уже закончили свои морские прогулки и вернулись на берег. А другие, как и мы, еще только подходят к берегу. За сегодня мы успели искупаться в нескольких бухтах, увидеть невероятные пейзажи, поучаствовать в пенной вечеринке, потанцевать, понаблюдать за прыжком со скалы и даже встретить турецкую бабушку, которая приплыла к нам продавать гюзлеме. И все это за один день. Мы получили невероятные эмоции. А сейчас мы наконец возвращаемся туда, откуда утром начали наше пиратское приключение. Помните, в самом начале я говорила, что мне было страшновато сегодня садиться на корабль. Так вот, сейчас мы вернемся в отель, и я вам расскажу, что именно меня напугало и почему перед этой морской прогулкой я несколько раз подумала, а может, ну ее, эту поездку. Мы уже в номере, посмотрите, какой красивый сейчас закат. Просто вау, из нашей комнаты так классно его видно. Сейчас устроюсь здесь на балкончике и хочу с вами поболтать о нашей поездке. Ну что, мы вернулись, покупались. Я хочу вам с таким прелестным видом на закатном солнышке рассказать наши впечатления и немножко подробности этого тура для тех, кому интересно, потому что это очень популярное развлечение здесь в Фетхье. Это, в принципе, мне кажется, что эти туры на пиратских кораблях есть по всей, наверное, Турции, в Анталии есть. Просто они, естественно, по разным местам плавают, ходят, плавают, да.
Мы катались на таком Мармарисе, есть еще такой в Киково, кажется, в Анталии. Ну, короче говоря, вы явно когда-то встречали такие туры. Тур этот стоил 2000 лир, в долларах я цену где-нибудь здесь внизу подпишу. Это самый большой пиратский корабль. Есть кораблики поменьше, где цена, конечно же, меньше. Где-то там 1700 лир, где-то так было, насколько я помню. Может быть, даже можете найти еще меньше. И в некоторых корабликах не берут за детей. Здесь дети, по-моему, от 3 лет платно. Ну, хотя я на корабле, кроме Миры, было еще, по-моему, 3 или 4 ребенка, что странно, потому что в прошлые года, когда мы ездили, вообще пиратские корабли — это самое популярное как бы развлечение для семей с детьми, потому что детям интересно вот эта вся пенная вечеринка, там пираты, вот это, короче говоря, все такие развлекухи. Но не знаю почему, возможно, потому что как бы стало дорого для туристов это все, потому что раньше, конечно, эти туры стоили значительно дешевле. Еще хочу сказать, почему я вначале переживала немножко, боялась. Случилась такая ситуация, что когда мы покупали этот тур, вы видели, я показывала вам, как мы шли с пляжа Голубая лагуна, и по дороге там эти кораблики стоят, ну и мы решили все-таки, что купим их тур, и подошли, купили, и я спросила, говорю, в прошлом году затонул один из таких пиратских корабликов. Я просто видела это в Инстаграме, в общем, в новостях это вирусилось. Огромный корабль, ну такой же, как на котором мы плавать ходили сегодня на морскую прогулку. Он затонул. И я спрашиваю, в общем, у этого парня, который продает, говорю, в таких случаях, как бы, что, ну, какие действия, да, как людей спасают. Естественно, никто там не пострадал, но, в общем, он говорит, что, сказал нам, что там постоянно же эти курсируют кораблики, их много, и просто пересаживают на другой корабль, в общем, вот так вот. И тем более эти пиратские кораблики, ну и другие тоже яхточки эти, они не быстро тонут, да, то есть это не так, что он раз и затонул, да. Нет. То есть людей, конечно, спасают, но другое дело, что это как бы лишние нервы, да. Представьте, люди заплатили деньги, чтобы провести день, круто там повеселиться, и тут бац, и такое, да, корабль тонет. И вот в этот день, когда мы купили этот тур, мы заплатили, приходим в наш номер, и муж говорит, увидел в Инстаграме, что в тот день, это было позавчера, другой корабль, тоже такой пиратский, случилось с ним, в общем, тоже происшествие. Он начал набирать воду. Как бы люди уже сели, отъехал корабль, и кто-то заметил, что на борт, ну то есть на само судно поступает вода. Люди в шоке, в панике. В итоге людей пересадили на другой кораблик. В общем, всем надели жилеты. Я видела там это видео. Если это, я так просто думаю, может быть, это видео какого-то другого момента было. Ну, в общем, на всех надели жилеты, как бы людей пересадили на другой корабль. Ну, конечно, люди пережили панику, испугались, да, и это испорченный день. Люди рассчитывали на хорошо провести время в этот день, туристы, да. Но вот так вот получилось. Я не знаю, вернули ли им деньги, но думаю, что справедливо было бы вернуть. Ну, на самом деле, я не знаю, как это все происходило. И в итоге это случилось в тот же день, когда мы купили тур, и когда я уже спрашивала у этого парня, какие действия будут предприниматься. Он уже наверняка знал, что такое случилось. Но он нам ничего не сказал, конечно. Но просто насколько моя интуиция, да, меня не подвела. Поэтому я как-то так, знаете, подумала, а потом муж меня успокоил, говорит, они очень медленно тонут, и как бы, да, нам тоже не хочется испортить, конечно, день отдыха таким стрессом. Рисковать тоже не хочется. Но мы рискнули, да, так скажем, мы любим эти морские прогулки, не зря потраченные деньги, я не жалею вообще ни копейки. Единственное, что разница по сравнению с прошлыми годами очень ощутимая, знаете, в чем? В том, что когда мы раньше покупали тур, да, все напитки на корабле платные, но мы как-то брали с собой, я помню, даже, ну, не сильно там наглели, но пили, в общем, и свои напитки, да, и там что-то покупали, было все доступно, как бы, ну, нормальные были цены, и как-то ненавязчиво, да, они так продавали. Здесь же сегодня, ну, это просто невозможно, постоянно носят этот алкоголь, чуть ли не в рот тебе засовывают эту бутылку, ну, не только с алкогольным, с любыми напитками, только они пронесли, да, напитки предлагают, тут же в этом следующая картошка фри, опять платная, предлагают. Потом обед, который входит в стоимость, сейчас тоже расскажу об обеде.
Обед мы покушали, после обеда сразу же чай несут опять платный. Чай всем, и, ну и причем как бы не слишком прозрачно, что он платный, да, эти все дополнительные фишки. Но мы-то уже знаем, как бы мы здесь живем уже сколько, да, то есть бесплатного сыра здесь нет. Ну, люди-то, возможно, не знали, что это ну, платно, и они как бы думали, может, угощения, да, какие-то, возможно, но нет. И в итоге вот так получается, что постоянно они навязывали вот эти вот купи. Некоторым вообще там каким-то, ну, с кем они более-менее разобщались, ну, эти парни, которые там, да, аниматоры, так скажем, с кем они более-менее разобщались, они прямо там, ну, насильно там пиво, будешь пиво, в итоге открывали там, нет, все-таки будешь, пей, открыли мы бутылку, дали в руку, все, пей, как бы, ну, естественно, будут платить же не они, а тот, кто выпил это пиво. И такая у них еще оплата интересная, то есть они записывают вначале на имя каждого, сколько там заказы, потом в конце, как бы, ну, на выходе счет как бы выставляют. Ну, мы там взяли тоже напиток, и что мы взяли еще картошку фри. Картошка фри стоила 200 лир, а пиво, по-моему, 300 лир. Но мы заплатили сразу наличкой, чтобы потом вот это все не задерживаться потом после этого. Так, что еще хотела рассказать по поводу обеда, хотела вам рассказать. Обед выбираете там рыба или курица. То есть, ну, курица, жареное филе, либо же жареная рыба. И к этому блюду дается гарнир, салат и пару закусок. Ну, я вам показывала. Карточки на еду вам выдают при входе. То есть вы сразу должны выбрать там, что вы будете кушать, курицу или рыбу. Ну, было вкусно, я скажу так. Обычно действительно вкусно. Я ела рыбу, но мужу курица не понравилась. Говорить была не прожаренная. Но я как бы на таких корабликах больше советую брать рыбу все-таки. Курицу вы можете и дома поесть, а рыба, ну, мне кажется, что все-таки берите рыбку, да, кто еще думает, берите. Ну, в принципе, что гарнир был там булгур, турецкий, салатика немного, можно было брать потом еще. То есть вам сначала такую тарелочку как бы они сами организовывают, а потом, если вы доели, можно пойти взять еще. Напитки не включены в стоимость обеда, поэтому напитки придется у них покупать. Еще такая случилась у нас неприятная ситуация, что нам никто, когда мы покупали тур, нам никто не сказал, что напитки нельзя проносить ничего своего типа. Ну, мы как бы пришли, там купили парочку напитков с собой, взяли, да. В итоге, когда мы стали пить, нам сказали, что нет, типа запрещено. Я говорю, где написано? Нам никто не сказал, когда мы покупали тур. А хитро они сделали. А когда вы входили на кораблик, то там типа у входа написано. Ну, ладно, короче говоря, что поделаешь. Но на самом деле это, конечно, ну, неприятненько было так. В целом очень красивые бухты, эти все, водичка просто замечательная, прозрачная. Долина бабочек, я очень люблю это место, но, к сожалению, оно настолько всегда многолюдное, поэтому я даже не знаю, когда стоит туда ехать так, чтобы было поменьше людей, но просто нереально. Единственное, вот еще минус в том, что мне показалось, что как-то сократилось время остановок на плавание, на купание. В Долине бабочек мы были всего лишь полчаса, например. Потом, ну, в целом где-то так на каждую остановку по полчаса и отводилось. Но мне показалось, что в некоторых местах этого было мало. Например, в Долине бабочек я бы хотела реально покупаться подольше. Но в целом мне очень понравился наш день. Напишите, как вам такой вид отдыха. Плавали ли вы когда-то на таких экскурсиях здесь, в Турции, и в каких местах. Можете посоветовать или нет. Напишите свои впечатления. А я всех целую. Всем пока-пока.